Вы когда-нибудь задумывались, почему даже при высокой тактовой частоте микроконтроллера и таймера выход шим все равно часто оказывается недостаточно чистым, а точность ниже ожидаемой? Казалось бы, математика проста. Бери частоту выше, получай разрядность больше. Но на практике мы упираемся в стену. Либо точность падает до 8 бит, либо частота дискретизации уходит в область низких килогерц. Сегодня мы разберем эти ограничения и наглядно посмотрим, как с помощью передискретизации и математики выжать из обычного цифрового выхода качество, сопоставимое с хорошими ЦАП. А те, кто досмотрит видео до конца, ждет специальный бонус. Мы перенесемся в 40-е годы к секретным разработкам Bell Labs и узнаем, как технологии шифрования переговоров Черчилля и Рузвельта заложили фундамент для алгоритмов, которые мы будем использовать сегодня. Но прежде чем переходить к теории, давайте обозначим границы возможного. Представьте, что перед нами стоит задача — получить аналоговый сигнал из цифрового максимально простым способом. Построить ЦАП, используя только один вывод микроконтроллера или плис и простой выходной фильтр. И в этом выпуске под ЦАП мы не будем понимать специализированную микросхему или встроенный многобитный преобразователь. Нас интересует здесь более узкая инженерная задача — как сформировать аналоговый сигнал, имея только один цифровой вывод и простой выходной фильтр. Для такой схемы обычно рассматривают два подхода — шим и сигма-дельта-модуляцию. На осциллографе они выглядят похоже, как поток прямоугольных импульсов, но при одинаковых аппаратных ресурсах один из этих методов дает принципиально лучший спектральный результат, а значит, выбор технологии влияет и на качество сигнала, и на устойчивость системы, и на прохождение тестов по ЭМС. Разберем оба подхода. Нас в этом выпуске интересует не столько форма импульсов сама по себе, сколько распределение спектральной энергии. Где сосредоточены паразитные составляющие, насколько они удалены от рабочей полосы и насколько сложной окажется последующая фильтрация. Поэтому далее будем опираться на результаты моделирования в специально подготовленном программном стенде. В нем последовательно реализованы генерация базового сигнала, модуль модуляции и спектральный анализ, что позволяет сравнивать шим и сигма-дельта подход в единой вычислительной схеме. Раздел 1. Ограничение шим при построении однобитного ЦАП. Шим концептуально прост. При фиксированной частоте мы меняем ширину импульса. Чем больше коэффициент заполнения, тем выше среднее значение сигнала после фильтрации. Но на практике этот метод ограничен жесткой математической связью. При фиксированной тактовой частоте частота шим уменьшается с ростом разрядности. При n-разрядном шим период делится на 2 в степени n временных интервалов. Допустим, требуется вывести аудиосигнал 16 бит 48 кГц наивным методом 1 период шим на 1 отсчет. Для этого тактовая частота таймера должна превышать 3 ГГц. Во встраиваемых системах таких частот нет. Обычно приходится идти на компромисс, жертвуя частотой ради разрешения. При базовом сигнале в 100 Гц проведем простое исследование. Моделирование показывает, если при тактовой частоте 1 МГц ограничить разрядность 8 битами, частота шим составит комфортные 4 кГц. Спектр легко фильтруется. Полезный сигнал и несущая надежно разнесены. Но 8 бит часто недостаточно для качественного преобразования. Повышение разрядности всего до 11 бит на той же тактовой частоте приводит к падению частоты шим ниже 500 Гц. Дискретные составляющие несущей приближаются к полезному сигналу. Требования к фильтру резко возрастают. Приходится понижать частоту среза или увеличивать порядок фильтра, иначе остаточные пульсации окажутся слишком велики. Кроме того, при высоких требованиях к спектральной частоте шим ограничивается физикой выходного каскада. Асимметрия фронтов, джиттер и конечное время переключения транзисторов динамически искажают ширину импульса, делая выходное напряжение нестабильным. Производители микроконтроллеров частично смягчают это ограничение с помощью таймеров высокого разрешения. Однако повышенное временное разрешение не превращает шим в линейный высококачественный ЦАП на физическом выводе, поскольку на результат продолжают влиять джиттер, помехи по питанию и нелинейность выходного каскада. Раздел 2. Сигма-дельта-модуляция и формирование шума квантования. Перейдем к сигма-дельта-модуляции. Ее фундаментальное преимущество заключается в ином распределении шума квантования по спектру. Здесь важно отдельно пояснить вопрос разрешения. В случае шим оно задается напрямую.
Чем больше временных интервалов внутри периода, тем выше формальная разрядность. У сигма-дельта модуляции ситуация принципиально иная. Выход модулятора однобитный, поэтому говорить о его разрядности в том же смысле уже некорректно. Корректнее говорить об эффективном разрешении после фильтрации. Оно определяется уровнем шума в рабочей полосе и зависит от частоты передискретизации, порядка модулятора и параметров последующего фильтра. Иначе говоря, сигма-дельта не создает многобитный выход непосредственно. Она добивается высокой точности другим способом, вытесняет шум квантования за пределы рабочей полосы, чтобы после фильтрации в полезной полосе осталась более чистая аналоговая составляющая. Заменим шим в нашей модели на сигма-дельту. Передискретизация 1 МГц, модулятор второго порядка. Обратите внимание на спектрограмму. Здесь выполняется математическое формирование шума. Мощность шума квантования вытесняется из рабочей полосы в область высоких частот. Мы больше не видим крупных дискретных составляющих несущей, характерных для шим. Вблизи полезного сигнала уровень шума оказывается значительно ниже, а основная паразитная энергия переносится в высокочастотную область. Это дает два практических результата. Во-первых, требования к аналоговому фильтру часто оказываются мягче. Во-вторых, с точки зрения электромагнитной совместимости, распределенный по спектру шум высокочастотной области часто является менее проблемным, чем выраженные дискретные спектральные составляющие шим, хотя итоговый результат всегда зависит от конструкции устройства. Технические тонкости работы этого алгоритма будут разобраны в следующем видео. Раздел 3. Практические ограничения сигма-дельта модуляции. Несмотря на спектральные преимущества, сигма-дельта имеет свои архитектурные ограничения. Ограничение первое. Возникновение периодического предельного цикла. При подаче определенного постоянного уровня на вход модулятора в спектре могут появиться паразитные тональные составляющие idle tones, звучащие как свист. Эта проблема решается подмешиванием в сигнал низкоуровневого шума, дизера, который разрушает предельный цикл. Ограничение второе. Суммарная задержка тракта. Для получения аналогового напряжения высокочастотный однобитный поток требует фильтрации, а в ряде случаев и предварительной цифровой интерполяции. Это приводит к фазовому сдвигу. При выводе звука это не критично, но при использовании такого ЦАП в быстром замкнутом контуре, например, в PID-регуляторе, задержка ухудшает запас устойчивости и может привести к самовозбуждению системы. Раздел 4. Аппаратная поддержка в современных микроконтроллерах. Анализ современных платформ подтверждает выводы об областях применения этих технологий. Широтно-импульсная модуляция является де-факто стандартом и присутствует повсеместно. Например, таймеры расширенного управления STM32 или специализированный модуль LEDC в ESP32. Аппаратная реализация сигма-дельта модуляции более специализирована. Так, в ESP32 встроен независимый блок Sigma Delta Modulation, формирующий однобитный поток, пригодный для последующего сглаживания фильтром нижних частот и применимый в простых задачах формирования аналогового сигнала. В микроконтроллерах STM32, блоке DFSDM и ADF, применяется другой подход. Там аппаратно реализованы мощные цифровые синк-фильтры для децимации входящих однобитных потоков от внешних Sigma-Delta ACP. Раздел 5. Критерии выбора архитектуры. На этом этапе можно сформулировать практические критерии выбора. Если система работает в замкнутом контуре управления, если важны фиксированная частота переключения, предсказуемая динамика и расчет коммутационных потерь, то шим обычно оказывается предпочтительным решением. Именно поэтому он доминирует в силовой электронике, приводах, преобразователях питания и драйверах нагрузки. Если же главной задачей является получение более чистого спектра в рабочей полосе и упрощение последующей фильтрации, преимущество получает сигма-дельта модуляция. Такой подход удобен в простых аудиотрактах, генераторах тестовых сигналов и в тех случаях, когда требуется сформировать аналоговый сигнал из однобитного цифрового потока без отдельного специализированного ЦАП. Однако принципиально важно понимать границы обоих методов. Ни шим, ни сигма-дельта модуляция из одного цифрового вывода не заменяют полноценный высокоточный многобитный ЦАП, там, где необходимы высокая статическая точность, низкий уровень нелинейных искажений, малый дрейф и гарантированные метрологические характеристики. В таких задачах правильным решением обычно становится уже специализированная аналоговая микросхема.
Заключение. Главный вывод состоит в том, что аналоговый сигнал из одного цифрового вывода можно получить разными способами, но ни один из них не является универсальным. Выбор архитектуры определяется не удобством реализации, а требованиями к спектру, задержке, устойчивости и точности. Именно поэтому на практике инженер должен выбирать не более современный или более красивый метод, а тот, который соответствует конкретной задаче. Однако даже среди готовых решений не всегда удается найти архитектуру с нужными характеристиками. И это видео — отправная точка нового проекта. В следующих выпусках мы начнем полный цикл разработки собственного измерительного генератора тестовых сигналов. И напоследок маленький исторический штрих. В 1943 году инженеры Bell Telephone Laboratories запустили систему Sig-Sally, одну из первых практических систем защищенной цифровой передачи речи. Уже в апреле 1944 года по этой линии впервые поговорили Черчилль и Рузвельт. Тогда для цифровой работы с голосом требовались 40 стоек, 55 тонн оборудования и около 30 киловатт мощности. Сегодня похожие по смыслу задачи мы решаем в Кремнии, иногда используя всего один цифровой вывод микроконтроллера. Подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы следить за разработкой. Выбирайте инструменты осознанно, читайте документацию и удачных вам компиляций.